Годовщина широкомасштабного вторжения. Киев за 3 дня. Бункер Зеленского и слава Украине в Европарламенте. Взрыв в Москве. Полноценная охота на российскую полицию началась. Был ли это ответ за взрывы в Днепре и Львове? Трамп ставит дедлайн Путину. Война должна быть окончена в этом году. Он даже называет точную дату, какие ответные меры приготовил президент США. Преемник уже назван, кто следующим взойдет на трон, и не означают ли такие приготовления то, что президент собирается уходить? Об этих и других самых главных событиях вечера вторника, 24 февраля. Из потока событий выбираем самые важные. В эфире «Нехта». Я Алексей Бурлаков. Спасибо, что остаетесь с нами. Годовщина широкомасштабного российского вторжения. 4 года назад полетели первые ракеты с российской и белорусской территории. Кремлевские войска переступили границу независимого государства. 4 года войны и снова борьба за поддержку. Владимир Зеленский выступил в Европарламенте и поблагодарил ЕС за помощь. Зал встретил видеообращение президента Украины овациями. Спасибо за все эти годы. Спасибо вам большое. Слава Украине! We are very proud that we have such big support in Europe and in the world. Thank you so much. Большое спасибо. Спасибо, дорогой президент Зеленский. Спасибо, дорогой Владимир. Большое спасибо. Европа хотела согласовать новый пакет санкций против России и кредит на 90 миллиардов евро для Украины. Венгрия наложила вето. Будапешт и Словакия обвиняют Киев в блокировке поставок нефти по дружбе. Украина отвечает, трубопровод поврежден после российского удара и его пытаются восстановить. На фоне политических споров редкая новость с фронта. Главком Александр Сырский сообщает о возвращении 400 квадратных километров и 8 населенных пунктов на южном направлении. Все это происходит в Днепропетровской области, и резкий контраст. Последнее время продвижение России было медленным, но тяжелым по потерям. В Брюсселе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте напомнил о 4-й годовщине войны. Фронт остается сложным, поддержка решающей. Украина продолжает сдерживать российскую агрессию. И несмотря на риторику Путина, Россия не смогла достичь своих целей на поле боя. Путин должен показать, серьезен ли он в намерении добиться мира. Украинский народ заслуживает справедливого и прочного мира. Их безопасность — это наша безопасность. Пламя свободы живо в Украине. И это пламя продолжает гореть и сиять. Слава Украине! Слава Украине! А украинцам Владимир Зеленский показал свой бункер и напомнил, что сегодня как раз та отметка, когда Путин 4-й год берет Киев за 3 дня. Уряд, щоденні наради з військовими, дзвінки, пошук рішень. Все необхідне для того, аби Україна вистояла. Но в Москве уже успели начать оправдываться. На самом деле не 3 дня, да и все бы справились, если бы Европа не помогала. Настолько хорошо справились бы, что теперь выдумываются сказки гораздо страшнее. Но об этом мы поговорим немного позже. Впоследствии специальная военная операция де-факто после прямого вмешательства в этот конфликт стран Западной Европы и Соединенных Штатов Америки превратилась в гораздо более масштабное противостояние России, стран Запада, которые вынашивали и по-прежнему вынашивают цель по сокрушению нашей страны. Как относиться к такому, решайте сами. Российское издание «Медиазона» собрали фото более чем 200 тысяч человек, которые заплатили своими жизнями за вторжение в Украину. Поименный список с фото. И это только тех, кого смогли подтвердить журналисты. Как там, потерь нет? Россия готовилась к годовщине начала широкомасштабной агрессии по-своему, по-террористическому. Взрыв в здании полиции в Днепре. Пострадавших нет. Ударной волной выбило окна, повреждены мебель и компьютеры, пострадал и припаркованный рядом автомобиль. За несколько часов до этого взрыв произошел на территории неработающей АЗС возле управления патрульной полиции, там же, в Днепре. Там сдетонировало самодельное устройство. Ранены 7 полицейских, 1 в тяжелом состоянии. Дело расследуют как теракт.
Это уже серия. 22 февраля во Львове, я напомню, после прибытия патрулей сработали самодельные взрывные устройства. Погибла полицейская. Ранены 25 человек, большинство правоохранители, но есть и гражданские. Открыто производство по статье «Террористический акт», и подозреваемую уже взяли под стражу. Но глава нацполиции заявил о целенаправленной атаке на систему правопорядка. Президент предупредил, по данным разведки, Россия может продолжить такие действия. Сценарий тревожный, и он повторяется. Связано это как-то или нет, но в российской столице тоже было, мягко говоря, неспокойно. Ночью в Москве прогремел взрыв. Это произошло на площади у Савеловского вокзала. К патрульному автомобилю госавтоинспекции подошел неизвестный, и после этого сработало взрывное устройство. По данным Следственного комитета, произошел самоподрыв. Нападавший погиб на месте. Устанавливается личность мужчины, который привел в действие взрывное устройство. Иные, возможно, причастные лица, допрашиваются свидетели, изучаются записи с камер видеонаблюдения. Погиб и старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Ему было 34 года, он служил с 2019-го. Еще двоих полицейских доставили в больницу. Возбуждено дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном обороте взрывных устройств. Автомобиль ДПС серьезно поврежден, там кузов выгнуло изнутри. Следователи изучают камеры и назначают экспертизы, и это уже не первый подобный случай. В конце 2025-го в Москве при схожих обстоятельствах также погибли сотрудники ДПС. Трамп ставит дедлайн Путину. По данным Bloomberg, администрация Дональда Трампа хочет заключить соглашение по Украине до Дня независимости США, до 4 июля, 250-летия страны. Источники среди союзников говорят, Вашингтон настаивает на быстрой сделке, но в Европе и НАТО не видят признаков того, что Москва готова отказаться от своих максимальных требований. Некоторые американские чиновники в частных разговорах признают то же самое. Трамп рассчитывает подписать соглашение о гарантиях безопасности во время масштабной церемонии, но Киев требует сначала одобрения Конгресса. Зеленский настаивает, гарантии должны быть ратифицированы, чтобы им можно было доверять. Сам Трамп ранее говорил, что война оказалась сложнее, чем он ожидал. Теперь вопрос простой: успеют ли к 4 июля, или символическая дата так и останется символом? Подкрепляется вся эта история еще и российскими обвинениями. Теперь Кремль утверждает, что Европа собирается подарить Киеву самое сильное оружие. Лондон и Париж якобы готовят скрытую передачу Украине ядерных технологий и комплектующих. Великобритания и Франция осознают, что развитие ситуации в Украине не оставляет шансов на достижение победы над Россией руками ВСУ, но не готовы мириться с поражением. Считается, что Украину нужно снабдить вундерваффе. Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой грязной бомбой. Берлин благоразумно отказался участвовать в этой опасной авантюре. То есть тут российская служба внешней разведки считает, что Германия тоже ядерная страна. Более того, они считают, что ядерными секретами и технологиями страны готовы просто так вот делиться. В сообщении упоминается даже французская боеголовка ТН-75 от ракеты М-51-1. По версии службы внешней разведки, все должно выглядеть так, будто это собственная разработка Киева. Речь идет о якобы тайной помощи в обход договора о нераспространении ядерного оружия. Подключились уже все, хотя идея изначально выглядит довольно глупо. Крайне тревожная информация, опубликована сегодня службой внешней разведки, и нет никаких сомнений в том, что она достоверная. Мы своим обращением, прямым обращением к парламентариям, к коллегам Великобритании и Франции все-таки рассчитываем на то, что у них, если хотите, какое-то такое профессиональное чувство взыграет, когда они поймут, что без них пытаются втянуть соответствующие страны, соответствующие народы, их же избирателей втянуть в совершенно безответственную авантюру. В Совете Федерации РФ заявили, что такой шаг приведет к резкой эскалации и станет прямой угрозой безопасности России. Там говорят о ее ядерной доктрине. Если неядерное государство действует при поддержке ядерной державы, это может рассматриваться как совместная агрессия. Обращения уже направлены в парламенты Британии и Франции, а также в ООН и МАГАТЭ. Подтверждений со стороны Лондона или Парижа на данный момент нет, но риторика максимально жесткая.
Ядерный маховик раскручивается и дальше, и это снова главная тема за столом. В Женеве делегации США и Китая будут говорить по теме контроля ядерных вооружений. Об этом пишет Bloomberg. Днем ранее американцы провели переговоры с Россией. Все это на фоне окончания договора «Новый СНВ», который ограничивал число развернутых боеголовок до 1550. Вашингтон давно требует от Пекина присоединиться к режиму контроля. В США говорят о быстром росте китайского ядерного арсенала. По оценке Пентагона, у Китая сейчас чуть более 600 боеголовок. К концу десятилетия их может быть уже 1000. Пекин настаивает, сравнивать его с США и Россией несправедливо, масштабы разные. Ранее американские чиновники обвиняли Китай в скрытых ядерных испытаниях в 2020 году, а Дональд Трамп допускал возобновление собственных тестов. Теперь вопрос главный – это начало нового диалога или старт новой гонки вооружений. Президент выбирает преемника. Кто будет после него? По данным Axios, Дональд Трамп уже размышляет о преемниках. В окружении президента, говорят, он обсуждает возможный тандем Марко Рубио и Джей Ди Венс и задает советникам прямой вопрос: кого же оставить во главе? Речь идет о сценарии на будущее. Трамп оценивает варианты и баланс сил внутри партии. Официальных решений нет, но сам факт обсуждений показывает, борьба за наследие уже началась. А как вы думаете, кто будет лучшим на этой должности? В шорт-листе Рубио и Венс пишите в комментариях обязательно. Украина расширит ограничения против Александра Лукашенко. Под ударом будет не только он. Речь идет об окружении, о сыновьях и о всех, кто помогает России в войне. Санкционная политика – это только первый шаг, подчеркнул президент Украины. Сейчас готовят юридическую базу для продолжения. Зеленский обвинил Минск в содействии ударам по Украине. По его словам, с территории Беларуси через ретрансляторы заходили шахеды, которые били по гражданским объектам. Это преступление, говорит он. Киев намерен обсуждать с США и дипломатические контакты с Лукашенко. Напомним, 18 февраля Украина уже ввела персональные санкции против него. Ну а теперь речь идет о следующем этапе с возможными юридическими последствиями. А в прошлом выпуске мы говорили об украинском наступлении и о его первых результатах. На этом фоне Москва внезапно соглашается на срочные переговоры. Тем временем на улицах растет давление на режим. Люди выходят с настроем «победа или смерть». И главный вопрос: станет ли это точкой невозврата и будет ли помощь извне? Параллельно Трамп готовит историческую речь с запредельными ставками, кто объявлен главной угрозой и к чему готовят страну. И в довесок сын президента в суде, чрезвычайное положение в американских городах и странная инициатива российских чиновников. Если вы еще не видели, обязательно посмотрите, а мы с вами встретимся уже утром.